100 фактов школ 13. Имя Дмитрий Меньшиков. Родился 14 мая 1991 года в городе Нарва, а также и старший брат. Свои первые творения рисовал в школьные годы в Эстонии. В детстве Дима любил смотреть «Самурай Джек», а также с малых лет увлекался компьютерными играми. Но так парочку, и все игры были только у старшего брата, Диме так и никогда не давал играть. А вот в школе очень сильно ненавидел своего учителя истории. Чем именно вызвала столь лютая ненависть педагогу, история умалчивает. Но, как ни странно, в школе учился плохо, был двоечником. В 8 классе пробовал ходить в художку. Дима очень ленивый, но фанател скейтбордов. 2004 года создает свои первые творения под ником Димон М. Но вот свои первые работы Димон рисовал мышкой. Только в 2006 году появился графический планшет. Свои первые отношения были на расстоянии. 14 декабря 2009 года создает свой канал. Ну а после создает школу 13, а назвал в честь своей эстонской школы номер 13 Нарве. Протагониста Дмитрий писал с себя, любимого. Самое любимое сочетание цветов красно-черный. А персонаж из сериала называется Димон Хазеков. В своих видео Димон через жесткую или даже скорее жестокость бьет учительский состав. И за все время в школу 13 было выпущено вот такие мульты. Пила 2. Все может подождать. Уличная магия. Ненавижу Рождество. Санитаниум дреттертиет. Синдром хочу это. Тангуэчит. Санитаниум дреттертиет. Первая анимация Димы в аниме-стиле. Данила Поперечный помогал с работой мульта, что озвучил серию школы «Синдром хочу это». Константин Барнуков решил нанять свою студию Диму, он принял предложение и после школы переехал в Москву. Создание канала D3 Media было 13 декабря 2010 года, и через 15 дней выпускает трейлер «Школ 13». В Диме была команда с 15 человек. И самую первую серию выпустил «Школ 13. Базовый инстинкт выживания». Но порой ему приходилось переделывать половину своей работы за подчиненными. А одноклассница Димы, которая занималась автостопом, называлась Марина. Как-то раз Дима пришел в гости к своей подруге, и она приготовила для него грибной пирог. После съеденного пирога он понял, что это любовь. С начала 2012 года Дима начал делать свои новые мульти для канала 2х2 под названием «Школ 13 Игрооргии». А самое популярное видео на канале D3 Media «Школ 13. Базовый инстинкт выживания». Все свои запикивания Дима взял из идеи Губка Боб и Детки. Даже своего начальника озвучил тоже Дима, но после него горло очень начинает болеть. Да. После него. Да. И в 6 серии впервые у босса Руки появились, Кентакли или Кагуне. Все свои летсплеи записывал через Фрапс. И из-за того, что вместо «жиза» Дима говорил «жизнь», и всем это резало слух. Но Дима старался переучиться, но это плохо получалось. D3 Media еще хотела создать трехмерную высокобюджетную AAA игру «Школ 13». Самые первые музончики в заставке Дании начали в 17 эпизоде. Звукорежиссером был Данил Кухарев. Дима решил еще добавить одного персонажа для Игрооргии, но потом передумал. Первый сезон Игрооргии закончился в марте 2013 года на 27 серий. Димон знает о Луркоморье, поэтому не удивляйтесь, когда встретите в мультах Троллфейс или Свидетеля. Когда компания начала разваливаться, Дима решил остаться и помочь. В ноябре 2014 года Димон отказался передавать студии новый обзор из-за неуплаты ему за предыдущие работы. А еще была невышедшая серия 1 сентября. Но она так и не вышла из-за закрытия D3 Media. Мульт Димон бы смог нарисовать сам, но из-за больших работ самому это будет очень сложно, так и забросил. Снова звали в D3 Media третий раз, но Дима отказался. И из-за того, что не заплатили деньги, Дима забрал 3 монитора, 3 планшета и пару ручек. В канун нового 2015 года последний выпуск второго сезона вышел на личном канале Newgrounds. И это видео стало самым популярным на канале. И изначально в конце хотел добавить тело боссу, но из-за лени так была только показана рука. 14 ноября уже на другом канале выходит третий сезон, но 2017 года поток сознания все равно иссяк. Сейчас Дима только стримит на своем стрим-аккаунте. Дима любит постарше, стареньких. Даже хотел научиться 3D, но потом забросил. К сожалению, с Даньком Дима перестал общаться. Все свои работы Димон хранит себе на компе. Дима задумался о псевдоанимации, но из-за баяна так и не начал. Не любит рэп. На личном Димон женился и родился сын. А оказывается, Дима не гей. Как? А с видеоигр частенько любит поиграть в дотку. Любитель игр от Valve. И хорошенько любит проспать время. Дима не любит, когда что-то сравнивает.
только желает людям добра и всегда любит всем делиться. Дима умеет шевелить ушами, но очень сильно ненавидит Фури, а также и не любит читать книги. Комиксам тоже, но бывает, что исключения, но вот рисовать комиксы Дима никогда не будет. И частенько любит где-то похалтурить. Любимый персонаж из Марвел – Человек-паук. Ненавидит троллей и школоту. Любит очень частенько что-то объяснять, даже чужие шутки. Димон обожает жарить мясо на мангале. А вот любимое блюдо – рябчики. Хотел открыть магазин футболок, но потом понял, что это и не прибыльно. Помимо школ 13, отметился для рисования заставок и прочего для обзоров Мэдисона. Из животных есть кошка, что когда покупал кошачий корм, очень сильно хотел попробовать вкус. И он это сделал. Также фанатеет от зеленого слоника. Смотрел парочку аниме, что самым любимым персонажем стал Сайтама. Дима любит делать что-то в секрете от людей и ничего не рассказывать. Некоторые моменты носит очки. Любит смотреть летсплеи PewDiePie. Когда Диме грустно, он начинает есть. Но из-за этого смог набрать очень большой вес от фастфуда. Самое худшее проклятие то, что нравится Диме, любимые вещи потом исчезают. Современные мульты Дима не смотрит. Дима обожает мемы, но не любит цензуру. Как-то пробовал свои силы в популярной сетевой игре. Звуки из нее были использованы им в своих ранних подделках. Дима не пьет чай без сахара. Больно. А аниматоры решили воссоздать старый мульт, каждый своим стилем ремейк анимации Школ 13. Диме понравилось. Дима очень хорошенько относится к псевдоаниматорам, что даже участвовал в коллаборации Нася и Федор Комикс, и в свои ролики тоже звал. Спустя 14 лет сложной работы от обиженного мальчика на все школьные непонимания до самого узнаваемого парня. В смысле мужчине, которого все знают и никогда не забывают. Все его творения будут продолжать жить. И помните, не доверяйте Даньке.